Друзья, доброе время суток, на связи как всегда CloudGeo. Сегодня мы говорим о проекте Medium Rare Potato. Вы меня очень часто на стримах спрашивали про эту игру, слежу ли я за ней, и я всегда вам отвечал, что да, я жду, когда она релизнится. Релиз у нас намечен на конец апреля, но сейчас уже есть тестовая версия игры, в которую мы можем поиграть и посмотреть, как все будет выглядеть. Ну а перед началом ролика, по традиции, хочу порекомендовать вам свой телеграм-канал. В нем я даю еще больше аналитики по поводу различных NFT проектов, пишу различные статьи, выкладываю видео, которые не выходят на моем YouTube канале, и все это бесплатно. Никаких випок, никаких платных сигналов, просто мои мысли, мое мнение и то, что я делаю в этой сфере. Если вам интересно, обязательно подпишитесь, ссылка будет находиться в описании к этому ролику. Первое, что важно понимать, что про эту игру я уже снимал обзор на моем канале, и если вы не знаете, о чем этот проект, то сначала посмотрите мое первое видео, а потом смотрите уже это. Ссылка на первое видео будет в описании к этому ролику, чтобы вы понимали вообще, о чем эта игра и что в ней нужно будет делать. Если вы уже знаете о чем, то все равно я вам напомню, что эта игра располагается на платформе VAX и рынке Atomic Hub. Собрала уже она неплохую сумму денег, $200 тысяч, хотя игры еще по факту нету. Она планирует релизнуться только в конце апреля, и сейчас нам уже нужно принимать решение, стоит ли в нее инвестировать или нет. Уже сейчас появилась тестовая версия игры, мы сможем пощупать, посмотреть, как все это будет выглядеть. А также сейчас уже появилась замена старых карт на новые. Я покажу, как я обменяю свои старые NFT на новые, и также мы откроем пак с рестораном, потому что я планирую заходить в эту игру и планирую в ней участвовать. Что ж, давайте откроем пак. Он у меня лежит уже достаточно давно, еще со времен выпуска моего первого видео. Я его получил спустя, наверное, неделю после того, как я выпустил видео. Сейчас он стоит примерно сколько? $320. И давайте откроем, посмотрим вообще, что здесь есть. У нас здесь он должен содержать один ресторан. Это аналог земли, за которую мы сможем получать проценты от тех людей, которые будут работать в нашем ресторане. Различные блюда в количестве 2 штук. Повар и помощник, тоже 2 штуки. Ну давайте откроем, посмотрим, что нам из этого всего выпадет. Определенные шансы здесь тоже расписаны, можете почитать. Вот такие вот NFT-шки мне выпали. Duck Confit мне выпало блюдо, Cook это понятно, Гаспачо выпало. Ну, разумеется, ресторан и Helper. Давайте посмотрим, в какую стоимость это все у нас вышло. Ориентировочная стоимость, сейчас я быстренько вам назову. Значит, ресторан $230, блюдо гаспачо $38, $99 утка конфи, кук у нас вышел в $24 и хелперы по $43 в среднем. Вот такое вот открытие пака. И давайте теперь обменяем карточки на новые. Тут важно понимать, что разработчики делали игру, и теперь нужно будет обновить те NFT, которые у нас были, на новые NFT, для того, чтобы в них участвовать. Вот мы можем видеть, как это все делается. Давайте обновим. Вот, значит, все мои NFT. И давайте теперь их обменяем. Вот, запросить замену карты. Ссылочку на вот эту вот замену я оставлю также в описании. Вы сможете тоже это сделать, если у вас есть какие-то NFT. Нажимаем Approve, подтверждаем все, что нас просят, и сейчас должен произойти обмен. Что ж, пришлось несколько раз все это дело нажать. Возможно, Atomic Hub немножко подтупливает, но в итоге у меня появилась вот такая вот кнопочка, на которую тоже нужно нажать и подтвердить все, что здесь есть. То есть мы видим обмен старых NFT на обмен новых NFT. Я рекомендую вам тщательно проверять все буквы, чтобы вас не обманули и не украли ваши NFT по каким-то левым ссылкам. Опять же, используйте только ссылку из моего видео в описании, которое я оставлю для того, чтобы обменивать свои NFT. Она точно будет не скамная. Я нажимаю подтвердить, обмен произошел, и теперь мы можем зайти в тестовую версию игры и попробовать использовать свои NFT. Итак, сейчас я перешел на тестовую версию игры, ссылочка опять же будет в описании, вообще все ссылки будут в описании, поэтому не буду повторять. Если вам что-то будет нужно, просто читайте, там будет на все ссылки. Выбираем все NFT, нажимаем кнопку Confirm для того, чтобы продолжить и ввести наши NFT в эту игру, для того, чтобы мы могли их использовать. Видим, что у нас здесь вылазит окошко, в котором написано, что все хорошо, все переведено, и давайте теперь попробуем установить наш ресторан и начать его работу. Переходим во вкладочку Cooking и видим, что здесь очень много различных ресторанов.
Давайте пробежимся по информации. Значит, у каждого ресторана есть свои блюда, которые он готовит. Дальше, вот тут вот написано 3 из 75. Я так понимаю, это количество поваров, которое может работать в этом ресторане. Внизу у нас, в середине, вернее, комиссия. Это та комиссия, которая должна будет выплачиваться ресторатору. И основной доход ресторатора будет именно с этой комиссии. Поэтому, если у вас есть ресторан, ваша задача будет привлечь как можно большее количество поваров. Но если вы обычный повар, а я напомню, что в эту игру можно играть, купив только одного повара, то вам нужно будет найти ресторан на более выгодных условиях и на меньшей комиссии. Для большего понимания опять приведу пример из проекта Sailors World. Ресторан — это аналог земли, а повар — это будет аналог корабля. Все достаточно просто. Давайте теперь перейдем в мой ресторан и посмотрим, что мы можем здесь сделать. Во-первых, мы здесь можем поменять комиссию, которая будет уплачиваться, да. Также мы можем поменять здесь, как написано, требуемый минимальный рабочий рейтинг. То есть я могу выставить рейтинг поваров, которые смогут работать в моем ресторане. Но пока я этого делать не буду. И также мы можем посмотреть, открыт ресторан или закрыт, и можем его сейчас открыть. Давайте сюда добавим вот этих вот поваров. Нажмем продолжить. Вот он у нас появился. А также я хочу добавить сюда блюда, которые мне выпали. Вот так вот. Теперь выглядит уже более или менее приятно. И давайте откроем наш ресторан. Вы видите, что теперь он открыт. И в нем можно работать. Если у вас есть какие-то повара, вы можете попробовать найти конкретно мой ресторан и попробовать в нем поработать. Давайте выставим комиссию, не знаю, пусть будет 10%. Так, значит, комиссию можно выставлять только тогда, когда ресторан закрыт. Я так это понимаю. В общем-то, в принципе, все. Вот так вот все это дело будет выглядеть. Значит, слева у нас, не знаю, видно вам или сейчас или нет. Давайте я скрою вот так вот, чтобы вам было виднее. Значит, у нас будет написано, сколько токенов в игре, сколько у нас токенов на кошельке и сколько мы можем заклеймить. Вот так вот. Значит, дишпул. Здесь у нас различная информация. Мы можем посмотреть, какие здесь блюда у кого. Допустим, вот буррито, да, 46 их всего. Хинкали 123, очень много. Крылья Баффало 106. В общем, здесь это различная информация по поводу блюд, которые участвуют в этом проекте. Давайте теперь взглянем на игру с позиции повара. К примеру, у вас нету денег для того, чтобы купить свой ресторан, но вы также хотите участвовать в этом проекте и зарабатывать деньги. И посмотрим, что вам для этого понадобится. Во-первых, важно понимать, что здесь есть повар, а есть шеф-повар. Вот у меня это обычные повара. И одного я уже устроил в свой ресторан, а другой у меня просто висит, ну вот, пока ни в какой ресторан он еще не устроился. У нас здесь есть кнопочка «Управлять», мы на нее нажимаем, и также мы можем выбрать здесь помощников. У каждого повара может быть различное количество помощников. Чем реже повар, тем большее количество слотов под помощников у него может быть. Также у нас здесь есть тарелки, к сожалению, у меня их нету, но вы их также можете приобрести на рынке Atomic Hub. И помимо этого всего, вы можете своего повара превратить в шеф-повара. Об этом я рассказывал в прошлом видео, где мы рассматривали белый лист. И если вам это интересно, вы также можете почитать белый лист. Здесь все, в принципе, будет написано, расписано, какая редкость у кого, что она дает, как увеличивается количество слотов, как здесь нужно готовить эти различные блюда. Либо смотрите мое прошлое видео, либо читайте белый лист, я думаю, вы во всем сможете разобраться. Также важно понимать, обратите внимание, вот одного повара я уже устроил в свой же ресторан, и сейчас я в него не смогу засунуть еще помощника, потому что он уже в моем ресторане, ну, как бы устроен, он уже работает. Соответственно, если вы хотите устроить своего повара в какой-то ресторан и хотите, чтобы он это делал с помощником, а я напоминаю, что помощники, они ускоряют готовку блюд и тем самым повышают ваш доход. Вам это нужно будет делать еще до того, как вы собираетесь устроиться в какой-то ресторан. Механика работы повара достаточно простая. Вы устраиваетесь в ресторан и всю смену готовите там различные блюда. Чем больше у вас помощников, чем больше у вас различных плюшек, чем лучше у вас повар, тем больше блюд вы сможете сделать и тем больше вы сможете заработать. После того, как смена в ресторане заканчивается, ваш повар возвращается домой. И в следующий раз вам снова его нужно будет отправлять в какой-то ресторан. И таким образом все это дело будет повторяться по кругу. Сейчас я своего повара, еще одного, устроил в ресторан, и здесь кнопочка есть, которая называется «Готовить». Мы ее нажимаем,
И здесь мы можем выбрать блюдо, которое мы хотим готовить. Мы видим, что у каждого блюда здесь есть различное время готовки. Я опять же напоминаю, что чем больше у вас хелперов и чем круче у вас повар, тем меньшее количество времени вам понадобится для того, чтобы это блюдо приготовить. Давайте выберем, допустим, гаспачо и нажмем кнопочку Confirm. У нас здесь вылазит вот такой вот окошко, написано: вы не потратили еще 150 минут, вы можете выбрать больше блюд для повторного приготовления только через 180 минут. То есть мы можем выбрать еще несколько блюд. Их можно здесь, ну давайте выберем все, я не знаю. И таким образом у нас заполняется вот эта вот линия и показано, сколько нам понадобится времени, чтобы все это дело приготовить. Нажимаем кнопку подтвердить и, собственно, вот наш повар начал готовить эти блюда, и написано, что следующие заказы будут через такой-то промежуток времени. Таким образом работает именно повар, то есть вы должны будете выбирать блюда, выбирать ресторан и эти блюда готовить, за что будете получать деньги. Также те, кто смотрел мое прошлое видео, вы знаете, что здесь есть белые листы, благодаря которым вы сможете с повышенной вероятностью купить ресторан. В этом белом листе будут участвовать топ-200 различных игроков. Здесь вот написано, здесь есть линия, за которой все те, кто находится ниже, они не попадают в белый лист. Также на Atomic Hub для этого проекта, давайте я сейчас его найду, есть пассы, и пассы дают привилегии тоже к покупке всех сейлов, да, то есть все дропы, которые будут проходить, если у вас есть пасс, то вы сможете их купить с большей вероятностью, потому что вы таким образом попадете вот в этот список привилегий на тот или иной дроп. Пасс стоит сейчас, давайте посмотрим самую минимальную цену, $174. Если вы хотите участвовать в этом проекте, можете его купить. Можете пробовать все покупать через Public Sale, это уже все как вы решите. Также напоминаю, что версия игры это тестовая, здесь еще нету реальных токенов, которые вы сможете выводить, и вся игра полностью релизнится только в конце апреля, и также в конце апреля будет еще один дроп, в котором вы сможете поучаствовать и приобрести себе какие-то NFT. За проектом я уже слежу достаточно давно, и, разумеется, я планирую в нем участвовать. И это видео я сделал для того, чтобы вы могли посмотреть, как здесь все будет выглядеть, и тоже принять решение для себя, стоит ли инвестировать в эту игру или нет. Также попрошу вас перейти в комментарии и написать ваши мысли, насколько этот проект перспективный с вашей точки зрения, будете ли вы в нем участвовать, или вы решили его пропустить по какой-то причине. Тогда напишите эту причину, я думаю, всем будет интересно это почитать. Также я надеюсь, что вы подпишетесь на мой YouTube канал и на мой Telegram канал, потому что именно там я буду давать еще больше информации по поводу этого проекта и по поводу многих других проектов. Если вы увлекаетесь сферой NFT, вам эта информация будет просто необходима. Не забудьте поставить лайк или дизлайк, в зависимости от того, понравилось вам это видео или нет. На этом буду прощаться, с вами был Cloud Geo, всем удачи, всем профита, всем пока.